Отчитываются правоохранители перед нами, в частности МВД, на своем официальном телеграм-канале и устами Ирины Волка, не всеми горячо обожаемой, не прощает у нас народ то, что у них звания растут быстрее количества извилин. Но я, конечно же, в хорошем дружеском тоне. Тем не менее, но все равно, да, важно то, что они озвучивают, они представители. Мне, кстати, я не скажу, что 100% я поддерживаю версию о том, что что-нибудь там все генеральши. Да, они визитная карточка. Я бы их сделал вообще, не знаю, главнокомандующими, я не знаю, какими-то космическими войсками, не знаю, всея планетарной системой. Генеральшими, почему? Потому что, ну, они должны блистать, там, пусть у них будет аксельбанты, это все не суть важно. Важно то, что они несут какую информацию, ну и, конечно, они должны, соответственно, выглядеть круто и прекрасно. Ну, опять же, да, крайне непопулярна моя позиция в этом смысле, потому что я на них не смотрю, я прекрасно понимаю, что они следствие не ведут, под пулями они вражин не ходят, но они как какая-то визитная карточка. Ладно, немножко не мог не уделить этому внимания, потому что в комментариях много этому внимания, но давайте к самому событию. В Республике Ингушетия ликвидирован незаконный узел связи, который использовался зарубежными кураторами для совершения мошенничества в отношении россиян. Очень плохой признак. Сами факты вот узлов, колл-центров, уж скам-центров Индонезии, ну ее сейчас громят во всю Китай, там душат, вплоть до расстрелов. Это возникает в тех местах, где низкий уровень жизни людей. Поэтому вот здесь, в случае МВД, я бы вообще в сторону Госдумы иногда обращался, а почему у нас тут возникают эти центры? Вы что там, мало, может быть, народа платите? Вот так бы я к ним прям сказал, ближе, как Колокольцев был так. Да, вот помните, Бастрыкин обращался в сторону Госдумы, он говорит, вас уже Госдурой называют. А Колокольцев может сказать так, ну как-нибудь, он может сказать, не знаю, вот хотелось бы, чтобы что-нибудь сказал. Но он все время награждает своих товарищей, да, свои, ну, может быть, ему пока времени не было. Потому что надо обращаться к Госдуме. Что вы, наверное, уже стали больше зарабатывать народа, который вас выбирает. Да, я не знаю, какие у них там зарплаты. Тоже, как у нас, 3000 рублей в месяц, пенсии 70 баксов. Если так, ну тогда что-то происходит. Да, бедная страна, видимо. Вот. А так-то вопрос есть смысл поднимать еще раз. С точки зрения профилактики. 3 молодых людей вступили в сговор. Вот от чего они? Зажрались они вступили или заголодались? Вот ваше мнение. С представителями украинских колл-центров, говорит, привет, и осуществляли функции, ну просто знали они или не знали украинских. Если знали, значит это, наверное, другой уровень. Тогда, наверное, получается, почему-то эта страна больше нравится, чем России подросткам. Столько внимания, уроки о важном, там все, им там рассказывают, как пользоваться Ютубом, наверное, да, то есть, чтобы мы во всем опережали, чтобы у нас лучшие фильмы были, чтобы у нас самая талантливая была молодежь. А они такие в эту отстающую страну говорят, давай, мы хотим как вас, что ли. Они с отстающей страны пример берут. Почему? Да, или как-то по-другому все работает, не знаю. 3 молодых людей вступили в сговор с представителями вот этой голодной страны, холодной, которая им вообще не интересна. Они живут богато, красиво, у них образование, им все в школе рассказывают, наверное, да? Ну, то есть, как к жизни быть готовыми. Говорят, вот YouTube, развивайте YouTube, да, там Instagram, наверное, им рекомендуют, потому что тоже такая сильная площадка. Да или нет? Вот у меня вопрос. А они, значит, туда, колл-центры и осуществление функций операторов Симбокса. Работа мошеннического узла связи причинила гражданам нашей страны материальный ущерб. Каким гражданам? Вот они же граждане или нет? И вот, да, то есть они причинили, может быть, они преступники, они причиняют ущерб. Но почему они где-то на какой-то уровень политический выходят, да, вот с колл-центрами, вот, украинских колл-центров, они представителями стали. А почему? Почему? Что такое случилось? В МВД России обращают внимание вот со своей стороны на то, что симбоксы являются инфраструктурой украинских колл-центров. Так, а почему они в России появляются, я чуть не пойму. Используются для совершения преступления на территории России. Так, ну вот. Граждане Российской Федерации, которые обеспечивают функционирование таких узлов связи, фактически становятся пособниками данной вот деятельности иностранных спецслужб и могут быть привлечены к уголовной ответственности. Могут и привлекают, и страшные сроки дают. Так а почему они на это идут, я никак не пойму. Я это вижу уже года 4, так примерно, точно не вспомню сколько, вот эту ситуацию. А они все туда выбирают. Почему? Что происходит? Они так, может, они в раю не хотят жить? Может, они с адом договоры заключают? Может, они душ продали? Я вот так уже начинаю думать. Они будут установлены и понесут суровое наказание по совокупности всех совершенных преступлений и наступивших последствий. Друзья мои, если кто-то подумал, что у меня есть ирония, то вы, честно говоря, очень сильно в этом смысле правы. Почему? А потому что, во-первых, молодежь это очень показательно. Не просто так молодежь называют барометром революции. Если они чем-то недовольны, если я читаю в новость по несколько новостей, знакомлюсь и вас знакомлю, о том, что молодежь принимает в каких-то, ну, таких уже лютых событиях, то это показатель всего общества, это показатель и власти при власти, кто там болтается, с кого они пример берут. Им словами в уши, понимаете, много не нальешь. Они видят и делают свои выводы. Они понимают, что нужно что-то заработать. Они понимают, что цветочки надо купить маме и подарочек своей девочке-девушке. И если они вдруг почему-то этого не могут сделать в самой богатой стране, то они, наверное, ищут какие-то варианты. Я вот не знаю. Я к чему? К тому, что здесь очень важна профилактика. Профилактика – профессиональное слово вот этих самых служб, этого самого МВД. Что с профилактикой?
Почему у вас возникают какие-то центры, колл-центры, там, соучастники каких-то? А почему они возникают-то? Почему? Основания. Они идеологически продиктованно возникают. Значит, у вас проблемы с идеологией. Или они материально обоснованы, потому что людям жрать нечего. Да? Причина какая-то должна быть. Еще раз, это обязательное условие работы. Профилактика, преступлений, чтобы такие не возникали. А я это годами читаю. Что это такое? Почему они недовольны? Они недовольны. Здесь недовольство читается вот тех, кто это выбирает, этот путь. Не все, наверное, это выбирают. Я абсолютно убежден, что есть те, кто не выбирает. Те, кто не выбирают, они лучше же живут, правильно? То есть, раз они выбрали, да, эти, наверное, может, они мазохисты какие-то. Может, это раскольники, пострадать хотят просто. Может, так? И вот не знаю, друзья, кстати, пишите со своей стороны, меня немножко это новость запутало, честно говоря, пытаюсь ее себе объяснить. Если вы уже себе объяснили, делитесь со мной, не оставляйте меня в неведении. Увидимся.